Говорят, интернет все помнит. Но так ли это? На самом деле нет. Люди забыли половину мемов, над которыми ты смеялся прошлым летом. И все твои гениальные шутки в комментариях тоже канули в небытие. Но я не до конца честен. Интернет действительно все помнит. А вот люди забывают все очень быстро. В потоке скролла ленты, тиктоков, инстаграм-рилсов и тому подобного. Но иногда не часто. Но что-то да и застревает. Но моя задача покопаться в отголосках этой киберпамяти. В этом ролике я расскажу тебе, как слово из мультсериала 2005 года случайно превратилось в имя мема, как фото обычной собаки из японского приюта стало лицом многомиллиардной валюты, и как эта штука дошла до NASCAR, NFT за миллионы и бронзовой статуи в центре города. И да, ты видел это лицо сотни раз, но я уверен, что не все знают историю полностью. А если ты тот самый непризнанный гений, ну просто напиши в комментариях, типа «Я знал». Сначала было слово. Совсем чуть-чуть душного контекста. Это действительно важно. Слово Dodge не был придуман под мем. Оно родилось еще раньше, и даже не про эту собаку. В 2005 году в мультсериале Homestar Runner, если еще точнее, то вот этот эпизод. Прочитайте сами, с английским у меня не все гладко. Там герой Strong Bad в шутку произносит Dodge вместо Dog. Your Doge? What are you talking about? I'm strong bad! Это пародия, псевдоитальянский поворот. Это была странная внутренняя шутка. Ни о каких мемов еще не шел разговор, но слово отлежалось. 2008 год. Япония. Префектура Чиба. Вот эту милую мордашку зовут Кабосу. Это имя она получила от своей хозяйки, воспитательницы детского сада Ацуки Сата. В англоязычных статьях про Кабосу обычно пишут, что она попала из приюта к новой хозяйке. Звучит довольно мягко, но реальность намного суровее. Кабосу родилась на щенячьей ферме, которая в 2008 году закрылась. Вместе с 19 другими шибами ее отправили в Чибийский префектурный центр защиты животных. И тут западные медиа обычно ставят точку, но если копнуть глубже, японские источники, блог самой Ацука Сата и архивы организации Чиба Ван, то картина выглядит совсем иначе. Но на твоем месте я бы не доверял каждому встречному в интернете. Сейчас очень сложно доверять какой-либо информации, поэтому все ссылки на источники, статьи и архивные документы я оставлю в описании видео. Ознакомься, если вдруг ты нашел недочет, то напиши об этом в комментариях. Я скажу так. Реальная история того, как Кабосу оказалась в этом центре, куда потом попала и почему ее случай почти лотерейный билет, не для YouTube. Да и канал у меня новый, и алгоритмы такое не любят. Подробнее я ее разберу у себя в Telegram. Так что кому интересно, welcome. После того, как в феврале 2010 года Ацука Сата выложила фото Кабосу в свой блог, оно начинает жить своей жизнью. И вот тут почти все статьи и вся информация по поводу Dodge начинает тебя скамить. Обычная история звучит так. Осенью 2010-го на Reddit запостили Кабосу с подписью Dodge и пруфуют вот это вот название поста. Звучит-то, конечно, красиво, но я полез в архив и оказалось, что это не так. Октябрь 2010-го, Reddit, раздел R-Ads. Пост с тем самым заголовком. На нашем что-то по типу «Ару, глянь на этого чертового собакена». Автор Папа Джон 56, у которого в профиле и по сей день висит вот эта надпись. Сами прочитайте. Так что ж в реальности, на фото там не Кабосу, а корги. Да, самый обычный корги, правда в ванной. В комментариях пишут люди «Корги», и да, они явно знали, кого видят. Так что знаменитая формулировка в 2010-м на Reddit выложили Кабосу — это красивая легенда, но не факт. Папа Джон 56, возможно, и не придумал весь мем Dodge, но именно он первый громко приклеил слово Dodge в заголовке на Reddit. После этого уже не отклеилось, и слово стало частью интернет-культуры. В 2012 году подключается Tumblr, тогдашний англоязычный конвейер мемов и иронии. По духу что-то между старым лепрозорием и пабликами ВКонтакте образца 2012 года. Там заводят блог Shiba Confession. На фото Shib втыкают текст
текст в шрифте Comic Sans, намеренно ломаным английским. Such, very much. Это как если бы у нас в мемах с котами писали много пушисто, очень няшно, такой сон. Блог Shiba Confession стартовал ориентировочно 7 июля 2012 года. Первый пост — это не абстрактная мимолетная фраза, а четкое обещание. Здесь будет веселый текст в Comic Sans поверх любых фотошип. Короче, первый пост с забавной надписью на фото Кабоссу в Shiba Confession появился явно не раньше, чем летом 2012 года. Скорее всего. Точных пруфов и архивов я не нашел, поэтому дальше строго мое мнение. Полагаю, что в поисках новых шип и новых фотошип люди наткнулись на блог Ацуки Сато. Ведь к тому моменту ее блог уже стал набирать популярность. Вскоре ее блог стал одним из самых первых и влиятельных блогеров о собаках в Японии и завоевал популярность среди любителей собак. И данное выражение лица просто не оставило никого равнодушным. Ну и интернет это расфорсил. В августе 2013 года в игру врывается 4chan. Анонимная имидж-борда, наполовину аналог старого 2chan, наполовину дикий форум без правил. Легендарным моментом я бы назвал рейд на Мурика, когда 4чановцы непрерывно заливали платформу Reddit отфотошопленными изображениями Dodge. Вот там уже фигурировала Кабоссу. После чего мем выходит за пределы своих и начинает мелькать повсюду. К ноябрю 2013 года он уже настолько узнаваемый, что на YouTube добавляют пасхалку. Если вбить в поиск Dodge мем, весь сайт перекрашивается в разноцветный Comic Sans. Теперь все. Dodge окончательно становится культурным кодом интернета. Вообще про Reddit, Tumblr и 4chan я бы, наверное, сделал даже отдельный выпуск. История одного сайта, я бы его назвал. Но все это зависит от вас. Если скажете делать, то буду делать. А что мне еще остается? 4 декабря 2013 Джексон Палмер, маркетолог из Adopt Сиднея, в шутку покупает домен dogecoin.com. Это еще не криптопроект, а стёб над тем, как все пытаются быть новым биткоином. В это же время в Портленде инженер IBM Билли Маркус натыкается на этот сайт и думает: а ведь это можно докрутить до реальной крипты. За пару дней они вместе собирают монету на базе кода Litecoin Bitcoin Core с алгоритмом Script. Я сознательно убрал Lucky Coin. Это часто упоминается в пересказах, но в текущем публичном Readme эта информация отсутствует. А Script подтвержден напрямую. Dogecoin успешно запустили в декабре 2013 -го. Уже 22 декабря 2013 года Dogecoin в списках CoinMarketCap с капом 3,7 миллионов долларов. А уже буквально 29 декабря 7,6 миллионов долларов. Параллельно комьюнити обкатывает Doge как деньги для чаевых. Через Doge бот в Reddit и позже в Твиттере, чтобы не гонять каждый цент по блокчейну. По декабрьским тредам видно, что люди регистрируются в боте, принимают, выводят и так далее. Весна 2014-го. Участники сообщества Dogecoin собирают 67,8 миллионов Dodge. На тот момент это в районе 55 тысяч долларов. И что вы думаете? Они спонсируют гонщика Джоша Уайса в NASCAR. И вот уже болид NASCAR номер 98 на Талладеге кружит по овалу с мордой Dodge на капоте, и национальному телевидению приходится объяснять, что это за морда собаки на гоночном автомобиле. С этого момента было кучу локальных всплесков. Мем жил своей жизнью до одного момента. 29 января 2021 года Dodge стреляет вверх почти на 800% за сутки. И причина не Маск, как многие пишут. Тогда шел хайп вокруг Wall Street Beats и GameStop. И часть комьюнити внезапно накачала Dogecoin как народную мемную монету. А уже после чего 4 февраля подключился Маск. Он пишет в своем твиттере: Dogecoin — крипта для народа. И цена действительно снова подпрыгивает. Маск усилил тренд, но он не автор первого пампа. Он его вовремя подхватил. Но уже пик Dodge сделал в мае 2021 года на фоне массовых твитов Маска и листинга Robinhood. Шутка просто выходит из-под контроля. Параллельно интернет официально признает ценность смешной картинки. 11 июня 2021 года фотка Кабоссу, та самая, улетает с молотка как NFT. Всего за каких-то 1696 эфиров. Это чуть больше 4 миллионов долларов, если что. Все это добро покупает вот этот чел с таким вот ником. Потом дробят токен на куски, и рынок этих долей мема разгоняется до сотен миллионов по оценкам аукциона. Чисто цифровой резонанс на стероидах. Теперь каждый может сказать: я владею пикселем собаки. Смешно? Да. Страшно? Тоже да.
Дальше. Мем почему-то выходит в оффлайн. В японском городе Сакура ставят бронзовую кабоссу на скамейке. Все тот же взгляд, все та же поза. А буквально через год канализационный люк с ее мордой. Если что, в Японии это честь. Без рофлов, это у них как реальное наследие или как культовый арт-объект. В апреле 23 года еще несколько дней Твиттер бегает с собакой вместо птицы. Что это было? Прикол Маска, троллинг или тест на реакцию рынка? Вообще-то не важно. На самом деле там еще куча грязного белья по поводу махинаций на крипторынке. Но выпуск и так растянулся, поэтому тоже солью просто в Телеграм. Но любая история имеет свой финал. 24 мая 2024 года Кабоссу уходит во сне. В возрасте 18 лет. Она долго боролась с различными заболеваниями. Сначала пост в блоге Ацукасата, потом Реутус, потом весь мир. И в этот момент ты понимаешь, десятки миллионов человек хранили память о собаке через мем. Так что в итоге-то? Да собственно ничего. Фото превратилось в мем. Мем стал языком. Язык стал валютой. А валюта — поп-культурой. А в центре одна шиба, которая как будто бы смотрит на тебя и думает: это ты все сам придумал. Просто милое фото для блога. И люди в интернете такие: это оно. В общем, много подписка, очень лайк и такой колокольчик. Есть небольшой факт о тех людях, кто использует этот мем до сих пор. Они не особо любят, когда видео заканчивается на самом интересном